В Волоколамске мужчине предъявлено обвинение в покушении на местного жителя. Следственными органами задержан 25-летний уроженец Республики Армения. Установлено, что 12 октября 2024 года возле жилого дома города Волоколамска между мужчинами возникла ссора из-за личной неприязни. В ходе конфликта один ударил другого бейсбольной битой в голову, а затем достал складной нож и нанес удар в область ноги, при этом высказывая потерпевшему угрозы расправы над ним. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Следователями и криминалистами проведен осмотр места, назначен ряд судебных экспертиз. В ближайшее время по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения. News.ru публикует отчет процентного исследования отношения россиян к мигрантам. Лишь 12% россиян считают, что в стране проживает адекватное количество трудовых мигрантов. Сообщает об этом РБК со ссылкой на опрос платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Доля россиян, которые считают, что в их регионе живет слишком много мигрантов, за год выросла аж на 21%. 58% опрошенных считают, что в основном мигрантов берут на работу, условия которой для местных жителей не подходят. 59% уверены, что работодателям дешевле обходится труд иностранцев. Половина респондентов полагает, что нанимать мигрантов выгоднее, поскольку защитить свои права в России им сложнее. Имущество двух российских бизнесменов арестовали во Франции. Имущество двух российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро арестовали во Франции. Об этом сообщает газета Life Monde. Речь идет о приобретенных более 10 лет назад виллах в Сан-Рафаэле и Грима, а также поместье площадью 22 гектара. Кроме того, в деле фигурируют премиальные автомобили. Издание утверждает, что это имущество может принадлежать Руслану Горюхину и Михаилу Оппенгейму, двум предпринимателям российского происхождения, имеющим паспорта Кипра. Я не знаю историю данного Горюхина и Оппенгейма, но осмелюсь предположить, что у них не хватило ума скакать по сцене и сальными шутками кидаться в сторону своих вчерашних покровителей, выпрашивая перед новыми хозяевами снисхождение для своих несметных богатств. Или начать финансировать, например, каких-нибудь оппозиционеров. Впрочем, возможно, будут еще новости с большими подробностями. В Нальчике правоохранители выявили швейный цех, в котором трудился 31 нелегальный мигрант. В ходе рейда правоохранители установили, что руководитель организации привлек к работе граждан одной из ближневосточных стран, не имеющих разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. По результатам мероприятия в отношении 31 иностранца составлены протоколы и столько же протоколов в отношении юридического лица. В настоящее время дела об административных правонарушениях направлены в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Почти 500 нарушений миграционного законодательства выявлены правоохранителями Ярославской области. Правоохранителями осуществлены проверки мест концентрации иностранных граждан на объектах строительства, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, объектах бытового обслуживания, торговли и жилого сектора. В результате проведенных рейдов стражи правопорядка выявили 496 административных правонарушений в сфере миграции, среди которых 234 нарушения правил въезда и режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, 143 порядка осуществления трудовой деятельности, 5 связанных с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Судами региона в отношении 38 приезжих принято решение об их административном выдворении за пределы страны. 24 нелегала помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. По выявленным нарушениям возбуждено 16 уголовных дел.
следователи столичного СК провели обыски в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции. Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления организация незаконной миграции, незаконное образование, создание организации юридического лица. Как сообщалось ранее, не позднее июня 2022 года фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Московского региона путем изготовления фиктивных трудовых договоров. В рамках расследования уголовного дела получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на улице Пырьева в городе Москве. Следователями столичного СК совместно с ГУМВД России по городу Москве при силовой поддержке СОБРа проведен обыск в указанном хостеле. На объекте установлено более 40 иностранных граждан, они доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. В настоящее время руководство хостела доставлено в Следственное управление для проведения необходимых следственных и процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается. Канадская полиция обвинила правительство Индии в сотрудничестве с криминальной сетью, управляемой гангстером Лоуренсом Бишной, для убийства оппозиционеров, находящихся на территории Канады. В числе обвинений участие индийских агентов в вымогательстве, запугивании и убийстве граждан Канады. Это привело к дипломатическому конфликту между странами, в ходе которого стороны обоюдно выслали дипломатов, пишет об этом The Guardian. Полиция Канады утверждает, что индийские агенты связаны с преступной организацией Бишной, нацеленной на сепаратистские элементы в канадской сикхской диаспоре, которые хотят создать самостоятельное государство на территории Индии. В Нью-Дели отвергли обвинения, назвав их политически мотивированными. А премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Индия совершила огромную ошибку, используя дипломатов и криминальные элементы для нападения на граждан Канады. Тут от себя, друзья, я добавить могу лишь одно – факты. Всегда выводы должны строиться на фактах. Без фактов слова лишь ветер во рту. Канада должна предоставить факты расследований. Если есть чиновники, на которых указывают расследования, которых есть в чем подозревать, то надо не целую страну обвинять, а подавать в розыск конкретных фигурантов. В противном случае все это выглядит как очередная спекуляция на щепетильных темах. По крайней мере, мое мнение такое. Госдума приняла закон об установлении минимального 3-летнего срока нахождения в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Один из наших приоритетных вопросов – тема миграционной политики. Принято 6 законов с начала года. Все законы инициированы депутатами, гражданами поддержаны. Боремся с фиктивными браками, которые являются основой получения вида на жительство, причем в упрощенном порядке. Норма 1 год нахождения в браке к чему привела? Во многом стали оформлять фиктивно. И по данным МВД, более 4300 браков признаны фиктивными. Принимаем норму, чтобы 3 года было нахождение в браке. С одной стороны, меньше будет нарушений, с другой стороны, будет союз крепче. Данное РВП может быть выдано иностранцу, состоящему не менее 3 лет в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в России, либо состоящему в браке с российским гражданином, с которым имеется общий ребенок.